Здравствуйте, мои дорогие. Так, неизбежности, которые будут происходить с вами. Что неизбежно случится, что неизбежно произойдет. Это что-то такое, конечно, крупногабаритное, крупномасштабное, большое, важное. Что это такое неизбежное произойдет? Любовь нам здесь сразу показывает. Неизбежно произойдет слияние двух сердец и подписание бумаги. Девочки дорогие, это... Вот этот триплет мне сейчас говорит о том, что здесь по любви идет ваше замужество. Официальное причем. Подписанное на бумаге. Это неизбежно произойдет. По любви, по взаимным чувствам. Хотели этого? Немножечко покопаемся здесь. Что это, кто это? Да, давайте посмотрим. Семья будет. Кто это? Очень большие перемены. Здесь и страсть, и секс, и разговоров много за вашими спинками, за вашей спиной, за спиной вашего партнера будет много разговоров, много трескотни, я бы так сказала. Но это все врывается в вашу жизнь большим таким потоком. Это очень скоро произойдет, девочки. Это очень скоро произойдет. Это, смотрите, для кого, возможно, вот этот процесс подписания бумаг, что-то у меня так заикаюсь, и о том, что действительно это вступление в брак, это, скорее всего, может быть и оттянется, но если кто-то чувствует, что вот-вот, и вы уже с этим нужным человеком, то тут да. Тут да. Если нет, то тут говорят о том, что это переход отношений на новый, более качественный уровень. Карта дерева – это потенциал, огромный потенциал к развитию не просто отношений между мужчиной и женщиной, а к развитию такого симбиотической связи, когда люди любят друг друга и еще создают какой-то свой максимум, да, в паре. Это что-то очень-очень классное, очень классно. Вот когда такой триплет выходит на рождение как семейных отношений, на рождение как супружеской пары, на рождение семьи, это просто что-то. Но это будет и это вести будет. Если даже не видите такого человека в окружении, девочки, это будет вести к встрече с таким человеком, который вас приведет к повышению вашего статуса, и это будет симбиоз двух любящих сердец. У меня на канале это так, девочки дорогие. Дайте себе год, вот я всегда так говорю, дайте себе год на этом канале прочувствовать, не просто ну, я знаю, что таких у меня нет, да, хотела сказать, не просто проныть, такого не бывает, знаете как, но на 10-м видео уже ныть перестаете. Здесь идет мощнейшая проработка твоего сознания, я бы так сказала, потому что ты из подсознания будешь доставать то важное, что тебе заложено было, да, то, что душа хочет. Вот так вот. Ну и это твоя только работа. Только твоя работа. Мое дело вон картинки перекладывать и много говорить. Вот. А твоя работа – это услышать. Услышать среди того, что я говорю, услышать твое зерно. Будет в жизни твоей такой человек. Здесь перемена места жительства, туда же, да, здесь секс, страсть. Но здесь как наказание вам дается... Люди, трескотня какая-то, да, вот птичья вокруг. Ну, говорят и говорят за вашей спиной. Вы радуетесь, что говорят. Говорят только тогда, когда у людей успех. Ну, давайте еще сюда чуть-чуть нам расскажите, пожалуйста. Угу. Ну, вы посмотрите, вы только выходите на ровную дорожку, на ровный путь, и все-таки появляются те крыски, которые пытаются вам закрыть эти шторки, и чтобы вы не видели белого света. Ну, ты посмотри на них. Что там за крысы? Что с ними делать вообще? Ну, это вокруг будут такие люди. А вы со своей детской непосредственностью, между прочим, и мудростью глубокой внутренней,
Вы можете просто снисходительно относиться к тому, что происходит вокруг, и знать, что вы с этим человеком прекраснейшая пара. Прекраснейшая пара двух мудрых людей, двух значимых друг для друга людей. Тут еще, девочки, такой момент. В это время появляется еще какой-то мужчина, и вы становитесь перед выбором. Тут реально выбор ваш. Возможно, это не мужчина, возможно, это ваше состояние, когда вы выхожу с ним в дорогу, да, с этим мужчиной, о котором я говорю, готова свой потенциал раскрыть на полную мощность, или же нет, не готова. Тут может быть и такой вариант. Что это за выбор такой, да, в котором вы находитесь? Это сложный выбор. Давайте еще немножечко об этом и посмотрим дальше, что тут. Мужчина, конечно, отличается очень мощной силой духа. Это человек, который почему-то как-то скрывает. Что-то у него такое есть, как комплекс какой-то. Комплекс внешности, может быть. Комплекс какой-то есть, там, роста. Я не знаю, что там еще у него. Комплекс, который виден людям. Он просто заглушить хочет это, да, вот тут я по внешним еще признакам сейчас характеризую происходящее, то, что здесь в этом раскладе и во время расклада творится, да, то он как будто бы вот этот свой комплекс, он будет заглушать своими очень мужскими действиями, вот реально мужскими действиями в сторону вашу. Если вы смотрите мужчина, где у вас появится такая женщина, ради которой вы вот эти действия захотите делать, вы проявите все свои офигенные мужские качества. Вот именно своего истинного достанете как изнутри, да, мужчину. Так. Но у него дома есть какая-то атмосфера такая у него дома, да, у этого мужчины, которая, может быть, мешает ему наладить с вами мосты. Да, кто-то шепчет на ухо, может быть, может это состоятельный мужчина, да, и у него там есть чем делиться с вами. Вот, и есть все-таки какая-то змея, которая может нашептывать там, что вам нужны только деньги и так далее. Но знайте, что он просто как сам фундамент, да, сама основа этих отношений. Поверьте, это благородный очень человек. У него душа красивая, вот я так скажу. Душа у него просто прекрасная. И вот этот мостик, держите с ним всегда, если чувствуете. Этот человек не сделает вам больно никогда. Так, дальше. Давайте дальше смотреть. В общем, тут посмотрели, да, тут идет повышение статуса. Хорошо. Это неизбежно произойдет. Начнется это, может быть, в течение месяца. Да? Кто-то познакомится в течение месяца, кто-то будет вот к этому двигаться уже, да, и через какое-то время это приведет действительно к официальным отношениям. Ну, мне тут говорят, что это вот скоро случится. У кого-то это вообще скоро случится, девочки. Тут еще, знаете, вот в данный момент вам кто-то может писать сообщение, либо дозваниваться к вам, либо стучаться в дверь. Либо вот-вот в течение нескольких дней будет какое-то сообщение, кто-то приедет. И это мы говорим о вот этой характеристике человека. Так, хорошо. Дальше. Что еще неизбежное произойдет? Что еще неизбежное произойдет? Придет время, пришло ваше время, вернее, неизбежное что произойдет? Придет ваше время. Но это когда так, когда я так говорю, кажется, что это фиг знает, когда будет. Нет, неизбежно. Пришло ваше время, когда вы закрываете какую-то проблему, связанную с жильем, да? Проблему, например, связанную, которая находится в вашем доме. Это закрывается. Будет по-другому совсем. И причем вы как-то думали по одному, хотя проговаривали свою мечту. Вот оно исполнится так, как вы проговаривали, а не так, как представляли в мыслях. Почему-то так. Как-то по-другому, как будто бы. Но это сбудется. А что это? Давайте сюда посмотрим.
Тут будет разговор о, о каком-то контракте, разговор о каком-то обсуждение какого-то союза. Это может быть любой союз, правда ведь? То есть заключение какого-то контракта. Но это только будут предвестники, да, то есть это будет не заключение, вы сейчас вот подпишете, а это будет разговор. Вот, и вы понимаете, что вы как будто бы вот это вот, то, что хотели, вы получите, да, то есть время пришло, проблема закрывается для вас. Вы как получаете что-то на руки, то, что вам дает вот эту проблему закрыть, решить эту проблему. Но будьте внимательны, потому что куча все-таки каких-то подводных камушков будет, да, а под камнями лежат змеи. Давайте еще сюда тогда посмотрим, здесь же дополнить дальше, что там нам хотели такое сказать. Что это у нас? Так, кто-то, кто является вам очень верным человеком, он возьмет на себя какую-то часть вашей, да, или вообще возьмет на себя какой-то ваш крест, да, возьмет на себя ваши трудности и превратит их просто в пыль. Он решит ваши проблемы. То есть тут какой-то человек решает ваши проблемы, причем с постоянными к вам хорошими чувствами. Кто этот человек? Ну, опять же, да, то есть мы не смотрели, возможно, это связано с первым триплетом, да, потому что тут, например, каких-то вопросы, которые есть в вашем доме, в вашем пространстве, вообще в вашей жизни, да, они решаются каким-то человеком. Человек, который очень верен вам. И знаете, что бы между вами ни было, он будет верен вам всегда. Причем тут такое ощущение, что как бы этот человек, он вам по судьбе, он дан был. Кто этот человек? Он как дается по судьбе. Этот человек, кто этот человек? Он скоро откроет, маску снимет, скоро откроет маску, а там под маской, ну, прекрасный человек какой-то. Скоро этот человек откроется вам, а скоро поменяется все, скоро маски снимутся, и это очень хороший человек, очень классный человек. Это что-то может связано с подарком, это может быть, например, цветы для меня всегда говорят там, ну, красивый человек, да, но я так скажу, это красивый душой человек, вот, это точно, однозначно, потому что ну, я чувствую энергетически, что здесь об этом вам говорят. Это ваш какой-то счастливый случай. Мужчина все-таки. Мужчина, который скрывает, что-то такое скрывает. Но он откроется. Это очень хороший человек, да, потому что здесь по собачке, да, это верный какой-то вам человек. Но почему-то там луна какая-то, блин. А что, давайте, раз мы уже начали, что это за луна? Сейчас скажу. Вы посмотрите, видите, как опять цветы идут, показывающие его душу, да, которая прекрасна, но он почему-то как скрывает свою внешность, что ли. Как стесняется, что ли. Это шанс для вас, шанс для, если вы с ребенком, для ваших детей, этот мужчина, да, то есть он как-то раскрывает какие-то вам двери, да, открывает. Это, знаете, что он к нему, вы как-то притягиваетесь по луне друг к дружке. Он прям вот по этой луне, он притянулся к вам. Так. Здесь мог быть какой-то обряд, да, допустим, на новолуние, может быть. И вы притянулись друг к другу. Это хорошо или плохо? Ну, это хорошо.
Вы просто ускорили его движение, я поняла. Смотрите, если кто-то, у кого-то да, у кого-то не так, да, то есть ну, каким-то образом подействовала Луна. Луна просто ускорила процесс. Ну, прекрасно, да, вот магия работает, магия в действии. Если же никто такого не делал, но в любом случае почему-то говорят о том, что как Луна подействовала. Вот. И причем в хорошем смысле. Она как ускорила процесс. Ускорила движение вот этого медведя к вам. Она дала ему лошадь. И он на этой лошади к вам по радуге примчался. Прикол. Угу. Но тут говорят, по сути, девочки, что это ваших рук работа, вот это ускорение придать. Да, это вы результат тут такой сделали. Мужчина бы далеко еще сидел где-то, может быть, там не прошелся по улице, когда надо, да, когда вы встретились, не зарегистрировался на сайте где-то, да, где вы там познакомились, или, ну, и так далее, да, то есть он бы тянул еще волынку еще долго и нудно, но у него вмиг как-то подействовала Луна, что он начал неосознанное движение в вашу сторону, понимаете? И это, в принципе, говорят, что хорошо. Опять мне показывают выбор. Смотрите, будьте внимательны, потому что выбор, да вот сейчас, это какой-то странный. Это как хочу сидеть на двух стульях, да, тут крысы идут. Так, хорошо, ну что ж, прекрасно, ваши проблемы решаемы. Вот, магия какая-то еще сработала. Ну, я говорю о хорошей магии. Поверьте, не все то, что называется магия, оно магия. Да, есть какая-то еще неприятная, да, вещи. Но здесь говорят о том, что магия сердец, да, давайте так. Вот, она сработала. Только не пишите, я не делала никакую магию. Я не об этом, девочки. А то я так иногда читаю, новенькие какие-то приходят и пишут, не услышав сути. Вот. Ничего, мои дорогие. Вы оставайтесь немножко подольше, и тогда раскусите, в чем прелесть присутствия здесь, в этом комьюнити шикарном. Так, хорошо, идем дальше. Что еще неизбежно произойдет? Так, ну что ж, пускай кто-то решает ваши проблемы. Этот человек очень хороший, время пришло. Дальше, что неизбежно произойдет? Неизбежно все-таки будут люди в вашем окружении, которые будут носить эти самые маски. И очень сложно будет разгадать, кто тот из них хороший, а кто плохой. Поэтому просто-напросто никому ничего не рассказывайте. Здесь просто вот все три карты об этом говорят. И причем на дне колоды опять медведь. Опять все-таки говорят о очень важном в вашей жизни каком-то человеке. Для кого, кто он, этот человек важный, это у всех по-разному, опять же. Кто-то, какой-то важный человек, он вот буквально на подсознании сейчас, его энергетика, да, и он что-то говорит вам о том, что молчи, не говори. Счастье любит тишину. Молчи, потому что здесь вот три карты об этом говорят. Иначе крыски прибегут туда, где шум, да, где можно погрызть вот этот смачный кусочек хлебца и съесть все зерно. И продырявить вот эти мешки с зерном, да, приготовленные для того, чтобы быть сытым. Вот. А им что? Они погрызли и все. И побежали дальше искать себе наживку. Потому что вы как ухватили, знаете, как вы нащупали то, где вы должны быть, да, то есть вы нащупали какой-то свой путь, и вот идете им. И причем вы как открыли эту дверь и понимаете, что вот она дорога. Я наконец-то нашла этот ключ, я наконец-то открыла ту самую важную дверь, я наконец-то вышла на правильную дорогу, да, и бегу по ней. Просто вот это ваше состояние. А люди это чувствуют. Причем есть люди хорошие, а есть люди хорошие только для себя, да, то есть они пытаются навредить
как только можно. То есть вот просто не раскрывайте никому, хорошим и плохим, никому, никакой информации. Ну, прелесть, прелесть. Здесь создание пары, прекрасной, мудрой пары. Здесь об этом все-таки говорят. Весь расклад этим пронизан, правда? Вот. Говорят, подходят с разных сторон. Ну а что? Канал у нас какой? Канал у нас о жизни, о любви. Вы как знаете, дорога к этому человеку, да, она для вас становится открытой. Вы как друг к другу нашли направление. Этот человек в вашей жизни является тем самым достойным партнером, который только должен возле вас быть. Какой бы это ни было, да, это может быть там и бизнес, и любовь, но в любом случае вы как находите дорогу к тому самому человеку, который должен быть вместе с вами какое-то определенное долгое время. Это счастье просто. Здесь классная такая карта, она такая многоликая с одной стороны, но с другой стороны здесь она имеет и солнце, да, и верное направление. Вы как идете к тому самому своему солнцу. Простроенный план, вы понимаете, куда идти. В ваших руках наконец-то оказался тот компас, да, который вам показывает дорогу, а ему показывает дорогу к вам. И карта солнца сама же собственной персоной выходит, подтверждая, что по всем фронтам начнет вести, просто по всем фронтам. Давайте еще посмотрим, что неизбежно произойдет. Что неизбежно произойдет. Это что у нас? Верность человека здесь в этой карте и желание вам угождать, да, то есть тут есть человек в вашем окружении будет, который захочет это сделать. Но в сочетании вот этими картами, да, здесь так интересно, как благородный, верный человек. И вот тогда приобретает вот эта карта, она просто очень классное такое значение, как мудрость и страсть. И причем сексуальная страсть. Как и друг, и как любовник. И как тот, который вам, как, знаете, из рога изобилия счастья. Ну, прикольно, здесь такой расклад идет. Прям очень хорошо. Он как указывает вам новый путь. Новый путь покажет какой-то человек. Очень мудрый человек покажет вам путь. Давайте так, очень мудрый действительно человек, который заинтересован в том, чтобы вы были счастливы, который заинтересован так, потому что он хочет быть возле вас. Но тут вот по собаке это только так. Причем хочет дарить вам какое-то счастье, причем очень благородный. Кто этот человек? Для кого кто? Кто-то, может, отца нашел, понимаете? А кто-то любимого, а кто-то партнера для бизнеса, да, очень классного. То есть и для себя, и для вас этот человек идет верной дорогой и знает, что вместе с вами эта дорога очень верная. Так, ну и... Но тут все равно предупреждающие такие арканы, что как-то вот этот период, о котором сейчас говорят, вы, пожалуйста, постарайтесь, вам будет очень сильно вести, да, так вам будет казаться. Постарайтесь, пожалуйста, просто держать закрытой вот эту книгу и никому не показывать странички до тех пор, пока полностью эта книга не напишется, может быть, даже, да. То есть тут прям не выдавай ничего, не говори ничего какое-то определенное время, пока действительно не произойдет.
Этот путь еще долг, ты пока еще только у подножья стоишь, ты пока еще вот как это новое что-то, да, начинается. Это нужно держать в секрете. Девочки, тут прям как просочено вот словом секрет вот этот расклад. Чтобы потом себя не наказывать, не корить и не ругать ни за что. Ты сейчас стоишь только у подножья горы. Тебе еще целую гору пройти вот так, да, достичь там чего-то. Вот, и поэтому необходимо не говорить уже, что гоп, да, и поки не переплыгнув. Поэтому осторожнее вот с этим всем. Осторожнее. Смотрите, мужчина и женщина, между ними запутанный путь. Но мужчина будет искать дорогу все-таки, распутывать эти все многоходовки вселенной, или же вдруг закрутили там какие-то крыски, что-то. Это его дел, его рук дело, да, распутывать эти многоходовки. Ну, прикольно здесь, да. В раскладе все-таки здесь показана такая основная тема, как вы находите человека вам под стать, который вместе с вами развивается. И это какое-то мощное такое вот прорывное развитие. Все, давайте вам совет. Отлично, посмотрели. Вам совет. Вы ухватили удачу. Это ваше будущее. Тихонечко, когда вы находите клевер четырехлистный, да, вы тихонечко его кладете в кошелек и носите его так, чтобы никому не показывать, иначе вот эту удачу можно спугнуть, да, вот эти четырехлистничек. Вот так и вы знаете, что вы сейчас в руках держите большую удачу. Тихонечко сидите и знаете, что скоро будет еще лучше, еще круче. И что сейчас вы уже, в принципе-то, счастливы, да, а потом будет еще лучше, да, то есть вы формируете свою судьбу. Вот так и знаете. Смотрите, еще и карта кольцо на совет. Совет сказать «да». Вот так вот. Вот такой вам совет. Примите колечко, выберите колечко. Что-то неожиданное, когда происходит такое, да, присматривайся внимательно. Тихонечко изучают, как Шерлок Холмс, вот с этой лупой подходи, изучай. Пофиг тебе, что там скажут, что куда ты там, ты что, ко всему придираешься, читай все до мелочей. Да, если это какие-то документы. Все равно проверяй, все равно проверяй. И будет тебе счастье. Вот такой вот совет, дорогие мои девочки. Результаты будете получать. Ну все, это судьбоносные такие элементы уже запущены. Все, будут перемены, глобальные перемены запускаются. Пускай это будет в течение месяца запущено, девчоночки мои дорогие. Оставайся на этом канале, и еще есть другие, да, там много видео ты можешь получать, подписаться и получать столько подсказок в день, да, сколько необходимо. В описании к видео есть все ссылочки на все каналы. Дорогие мои, хочу вас пока, вот сейчас есть такая возможность, поблагодарить за все, за лайки, за прекраснейшие комментарии, где вы описываете свои трансформации на этих каналах. Благодарю за то, что вы цените мой труд и финансово помогаете моей работе. Спасибо вам за все, мои дорогие. Пускай все, что вкладываете, в разы больше вам возвращается. Я так этого хочу. Вот таким вот большим вселенским потоком изобилия. Вот, а так и будет. Часть средств сейчас отдаю на нужды ЗСУ. Вот. Это так, чтобы было понятно, да, с чем я и зачем я иногда, вот с какими энергиями я тоже как иногда, ну как сейчас сталкиваюсь и работаю, как и другие, в принципе, люди этого профиля. Ну что, мои дорогие, буду с вами прощаться. До новых встреч. Жду вас на следующих видео. Пока-пока.